Привет, друзья! Утренние события в Германии и Европе вызывают смешанные чувства от судебных процессов до экономических и политических решений, которые, думаю, почувствует каждый житель Германии. Начну с истории, за которой сейчас следит весь автопром. В Брауншвейге стартовал процесс по делу Volkswagen. Напомню, 5 бывших руководителей компании проходят судебное разбирательство по делу о сокрытии данных, о выхлопах и неточной информации для властей. Слушания только начались, но юристы отмечают, что это один из самых объемных процессов в истории немецкого автопрома. А параллельно энергетическая напряженность в Европе, Катар и Соединенные Штаты Америки сообщили, что рассматривают возможность корректировки объемов поставок газа в зависимости от новых климатических правил Евросоюза. Это может повлиять на цены и работу промышленности уже этой зимой, а соответственно скажется на кошельках нас с вами, как конечных потребителей товаров. Тем временем в Берлине обсуждается неожиданное кадровое решение. Бывший министр финансов Кристиан Линднер переходит в бизнес, в крупную автокомпанию «Автоланд». Для политики это редкий случай, для бизнеса шанс получить человека с правительственным опытом. И, наконец, канцлер Фридрих Мерц готовится к визиту в Тюрингию, где обещает новые меры поддержки для восточных регионов Германии. От этого и будет зависеть не только экономика, но и доверие жителей к Берлину. По всем этим событиям последнего часа расскажу кратко, буквально за несколько минут. А следующие выпуски будут к обеду и вечером, не пропустите. Итак, сегодня в суде города Брауншвейг начался новый крупный судебный процесс по делу вокруг Volkswagen и его дизель-скандала. 5 обвиняемых, 4 мужчины и 1 женщина, предстали перед судом, им предъявлено обвинение в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и недобросовестной рекламе. По данным прокуратуры города Брауншвейг, речь идет о бывших руководителях компании Volkswagen, которые отвечали за системное сокрытие информации и перед европейскими, и перед американскими органами власти. Якобы вместо того, чтобы установить более дорогие очистительные технологии, Volkswagen применил программное обеспечение, позволяющее исказить результаты измерений выхлопных газов. Ситуация получила широкий общественный резонанс еще в сентябре 2015 года, когда стало известно, что Volkswagen применил обманные программные коды. Тогда с поста ушел глава компании Мартин Винтеркорн, и концерн вступил в одну из самых сложных фаз своей истории. Судебное разбирательство рассчитано, внимание, на более чем 100 судебных заседаний, и завершение процесса планируется к концу 2026 года. Этот случай вновь показывает, даже крупнейшие мировые автомобильные корпорации могут столкнуться с жесткой правовой и репутационной ответственностью за свои технологии и маркетинг. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Европейском суде усиливается напряженность. Ключевые экспортеры сжиженного природного газа СПГ Катар и Соединенные Штаты Америки в своем обращении предложили европейским политикам пересмотреть климатические и правовые правила, предупреждая о возможности ограничения поставок газа. Речь идет не только об энергетике, но и о стабильности промышленности, цепочках поставок и росте экономики стран Союза. В документе подчеркивается, что текущая ситуация представляет серьезный вызов для экономики Европейского Союза. Ситуация становится все более напряженной, страны-члены организации параллельно стараются ускорить проекты по импорту СПГ из новых источников, растягивая инвестиции и опасаясь перебоев. Однако повторяется тот старый сценарий – зависимость от внешних поставщиков при одновременном давлении на экологическое регулирование. В такой обстановке для Европы характерна двойная такая дилемма – стимулирование энергетической трансформации и одновременная гарантия стабильности снабжения. Любая задержка может замедлить развитие промышленности и ослабить ее позиции на глобальном рынке. Сегодня перед европейскими лидерами стоит необходимость принятия важного решения: либо находить компромиссы с экспортерами сжиженного природного газа и менять правила, либо готовиться к сценарию, где энергокризис станет новым фоном для экономического спада. И это только начало. Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер, внимание, с 1 января 2026 года начнет работать в крупной автомобильной компании «Автоланд AG». Эта компания занимается продажей автомобилей и сегодня является одним из крупнейших автодилеров в Германии.
Линднер займет пост, внимания заместителя председателя правления и будет отвечать за маркетинг, продвижение и цифровизацию. Главная задача – это расширить бизнес компании за пределами восточных земель Германии и укрепить позиции на западном рынке. Автоланд AG была основана Вильфредом Анкламом, который начинал с продажи нескольких автомобилей, а сегодня компания достигает оборота почти 890 миллионов евро в год. План на ближайшие годы амбициозный – увеличить число филиалов с 30 до 120 и выйти на биржу. Для Линднера это переход из политики в бизнес, а для компании шанс использовать имя бывшего министра, чтобы ускорить рост и укрепить доверие инвесторов. Назначение уже обсуждается в деловых кругах Германии как один из самых заметных карьерных шагов последних лет. Следующая новость – одна из самых важных для канцлера Германии. Фридрих Мерц снова едет на восток Германии. Уже 2 декабря федеральный канцлер посетит землю Тюрингия, где проведет заседание с кабинетом министров под руководством премьер-министра Марио Фойкта. Это не просто визит вежливости, по данным немецких СМИ, на повестке конкретные решения, развитие промышленности, транспортных проектов и поддержка местных предприятий, которые сегодня сталкиваются с ростом издержек и нехваткой кадров. Мерц также примет участие в приеме фракции Христианско-демократического союза ХДС и в конференции глав восточных земель в замке Эттерсбург. Там ожидается обсуждение будущего энергетики и роли восточных регионов в немецкой экономике. Политические наблюдатели уже отмечают, этот визит станет проверкой для Мерца, сможет ли канцлер укрепить позиции своей партии на Востоке и показать, что Берлин действительно слышит регионы, где экономика растет медленнее, чем на западе страны. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии начинается новое обсуждение финансово-политических разногласий. Партия «Зеленая» обвинила федерального канцлера Фридриха Мерца и правительство в нецелевом использовании средств из специального фонда «Инфраструктура и климатическая нейтральность». По словам сопредседательницы фракции «Зеленых» Катарины Дрёки, миллиарды евро из фонда были направлены не на новые проекты, а на уже запланированные расходы. В результате, по ее мнению, страна теряет шанс ускорить модернизацию экономики и переход к зеленому курсу. Особенно остро критикуют использование 9 миллиардов евро, выделенных на железнодорожную инфраструктуру. Представители партии «Зеленых» считают, что эти средства не стали дополнительными инвестициями, а были просто перераспределены из прежнего бюджета. Канцлер Мерц и министр финансов Ларс Клинбель отвергают эти обвинения. По их словам, фонд работает строго по плану, и ежегодно около 10 миллиардов евро будут направляться на климатические и трансформационные проекты. А дальше еще более примечательные события. Сегодня в центре внимания крупное вмешательство в работу железной дороги Германии. Главный вокзал Кёльна будет закрыт для большинства поездов. По сообщению оператора Deutsche Bahn, с пятницы вечером начинается первый этап масштабной блокировки. В период до 24 ноября ни один региональный или межрегиональный поезд не сможет прибывать в вокзал и будут объезжать центр города. Причина – это внедрение нового электронного стрелочного узла, программное обеспечение которого после проверки признано требующим доработки. Из-за этого технического сбоя немецкая компания вынуждена отложить запуск системы, рассчитанной на время закрытия станции. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.